Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Варт Рост мы будем готовить очень вкусное, настоящее хачапури по-королевски. Почему по-королевски? Потому что очень много сыра в начинке и также много сыра снаружи. Это очень вкусный рецепт. Обязательно попробуйте по такому рецепту, я думаю, вам понравится. Я покажу своим способом приготовления, как я обычно готовлю для нашей семьи. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Первым делом перечислю ингредиенты, которые нам нужны будут для теста. Это молоко, соль, сахар, дрожжи, у нас сухие, быстродействующие, яйцо, сливочное масло и мука. А для начинки мы используем два вида сыра – сулугуни и моцарелла. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и готовить по такому рецепту. А готовить вы будете очень часто, уверяю вас, это очень вкусно и очень быстро получается. Для начала приступим к приготовлению теста. Теплое молоко, градусов 38-40, не горячее, именно теплое молоко. Отправляем в миску, где будем замешивать наше тесто. Сюда добавляем сахар, дрожжи. В описании под видео я напишу, сколько нужно дрожжей, если вы будете использовать свежие мокрые дрожжи. Перемешиваем. И теперь сюда разбиваем одно яйцо. Обязательно в отдельную пиалочку разбиваем, так как может попасть или скорлупа от яйца, или испорченное яйцо. Это нужно обязательно, перед тем, как отправлять в тесто, обязательно проверяем. Добавляем в молоко яйцо и вот так перемешиваем. И теперь поэтапно, потихонечку добавляем муку. Муку я уже заранее просеяла. Также очень важно именно просеивать муку, чтобы тесто было гладкое, эластичное, воздушное, мягкое. Очень вкусное тесто. Обязательно нужно просеивать. Всю муку сразу не добавляем, а потихонечку. Я в дальнейшем покажу вам, какой консистенции должно быть именно тесто для хачапури. Не забитое мукой. Это очень важно. И вот смотрите, мы добавляем муку и сверху на муку насыпаем соль. И вот так перемешиваем. Сначала ложкой, а в дальнейшем будем замешивать тесто руками. Все, смотрите, муку мы больше уже вводить не будем, так как тесто, видите, вот такое у нас должно получиться эластичное. Вот остаток этой муки мы оставим, когда будем формировать хачапури. Очищаем ложку и будем теперь замешивать тесто руками. Добавляем сливочное масло. Сливочное масло, видите, у нас мягкое, комнатной температуры. И все ингредиенты тоже должны быть именно комнатной температуры. И теперь тщательно замешиваем тесто с маслом где-то в течение 10-15 минут. Так, очень активно.
наше тесто уже готово. Смотрите, не липнет ни к миске, ни к рукам. Вот такое мягкое, эластичное, очень приятное тесто. Собираем в один такой комочек. Смазываем подсолнечным маслом. Накрываем пищевой пленкой и полотенцем. И оставляем на расстойку приблизительно где-то на час, на полтора. Обязательно в теплое место. И сейчас еще полотенцем накроем. Пока наше тесто настаивается, займемся начинкой. Для начинки, как я уже говорила, я использую сулугуни и моцарелла. Также можно использовать просто сулугуни, но именно с моцареллой начинка получается очень нежная, очень вкусная. Вот попробуйте, я думаю, вам понравится очень. Натираем на крупную терку вот такую. Тот сыр предыдущий, который я только что натирала, он более твердый и так вот натирался хорошо. А этот сыр моцарелла, видите, она такая мягкая и малосольная, и очень нежная. Вот так вот натирается. Вот столько сыра у нас получилось. Перемешаем немного. И будем делить на 4 неравные части. Две части у нас будут по 400 грамм, это начинка. И две части по 100 грамм. Это мы будем сверху сыпать на хачапури. Включаем весы и будем взвешивать. Вот так это у нас будет 400 грамм. И собираем вот в такой вот колобочек. И видите, за счет того, что у нас моцарелла, такой сыр мягкий, и хорошо вот так вот скрепляется. И точно так же мы будем формировать остальную часть сыра. И накрываем пищевой пленкой, чтобы сыр не заветрился. Посмотрите, как подошло наше тесто, как поднялось и сколько много пузырьков получилось, образовалось. Тесто просто идеальное получилось. Немного присыпем мукой нашу доску и будем формировать хачапури. Делим на две части.
Каждая часть приблизительно где-то у нас будет по 500-550 грамм. Вот так формируем. Такой вот колобочек. Припыляем мукой поверхность. И пока кладем, чтобы тесто немного отдохнуло. Когда тесто отдыхает, очень легко и просто формировать хачапури. Где-то на 5-10 минут оставим. Обязательно накрываем полотенцем, для того, чтобы тесто не заветривалось. Перекладываю тесто, чтобы нам удобнее было работать. Этим тестом мы сейчас будем работать, а это тесто будет пока отдыхать. Немного припыляем мукой доску, чтобы удобно было раскатывать. Сначала руками так распределяем тесто. И теперь скалкой. Вот так достаточно. Теперь берем начинку, кладем сверху на тесто и будем защипывать края. Как хинкали, знаете, вот со всех краев собираем тесто. Вот так. Защипываем хорошенько. И вот так распределяем начинку равномерно по всему тесту. Можно даже взять скалкой, пройтись немного скалкой со всех сторон. И хочу сказать, что я уже заранее включила духовку. Мы должны отправлять хачапури именно в разогретую духовку. 200 градусов. Руками поправляем, чтобы выровнять тесто по кругу. И теперь аккуратненько отправляем на противень. И на противне тоже выравниваем края, чтобы они были, знаете, вот ровненькие, красивые. И что мы теперь делаем? Теперь мы должны покрыть сверху вот этим маленьким кусочком сулугуни, который у нас весит 100 граммов. Мы берем вот эту часть, разбиваем сюда одно яйцо. Яйцо мы взяли вот такое небольшое, категории С1. Разбиваем в отдельную пиалочку. Это обязательно нужно разбивать в отдельную пиалочку. Немножко размешаем. И будем добавлять в сулугуни с моцареллой. Перемешиваем, чтобы у нас была такая равномерная консистенция, чтобы распределить яйцо по всем кусочкам сыра. И вот этой вот начинкой, можно так сказать, смазываем сверху на наши хачапури.
Но прежде мы сделаем тут небольшое углубление, чтобы когда будет выпекаться хачапури, было куда выходить пару. И вот так распределяем аккуратненько, равномерно вот этот сыр. И точно так же я буду формировать следующий колобок теста для хачапури. Все готово. Сейчас пойдем отправлять наши хачапури в духовку. И вот так отправляем в духовку на средний уровень, 200 градусов, приблизительно 15-20 минут. Мы будем смотреть по золотистой корочке. Теперь буду формировать второе хачапури. Наше хачапури уже готово. И отправляем в духовку вот это хачапури. Вот и готовы наши хачапури. Посмотрите, какие они красивые получились, румяные, с сырной корочкой. И внутри много-много сыра. Сейчас мы разрежем и посмотрим. Посмотрите, сыр тянется, много начинки, воздушное мягкое тесто. Видите, какая красота получается. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Вы будете часто готовить для своих родных и близких. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Я, конечно же, попробую, потому что я очень люблю такие хачапури. Мы еще называем сырная лепешка по-королевски. Это очень вкусно, очень много начинки. Начинка нежная-нежная, очень вкусно.